Здравствуйте, друзья! Как вспомнить прошлые жизни? Среди людей, занимающихся саморазвитием, часто можно услышать разговоры о прошлых жизнях. Эта тема вызывает неподдельный интерес у многих, независимо от возраста, статуса и других характеристик. Люди задаются этим вопросом зачастую из-за невозможности найти объективное объяснение происходящему в настоящей жизни, сталкиваясь с такими странностями, трудностями и проблемами, которые будто не связаны с происходящим в обозримом прошлом. И самое интересное, что действительно многие находят ответы и решают свои проблемы, получив опыт своих прошлых жизней. Как обрести этот опыт, мы и рассмотрим в этом видео. Прежде чем говорить о конкретных методиках, нужно прояснить один очень важный момент. Прошлые жизни никак не связаны с нынешней личностью человека, они связаны исключительно с его душой. Для понимания данного пункта необходимо лишь каждому представить и для себя описать, кто для вас является человеком с душой и кто бездушным. Очевидно, когда окунаешься в размышления о человеке с этой точки зрения, совсем не думаешь о том, как он выглядит, говорит, но ясно всплывают нравственные характеристики его качества, особенно когда думаешь о бездушном. Поэтому, повторюсь, прошлые жизни не стоит рассматривать и подтягивать под свою нынешнюю личность. Личность от слова «личина», маска, то есть личность может проявляться исключительно при взаимодействии с кем-то, но когда человек остается один, он снимает все эти маски и становится собой. И в этот момент можно понять, какова же на самом деле душа, и это первый этап в познании себя. Как вспомнить прошлые жизни самостоятельно? Итак, есть несколько способов вспомнить прошлые жизни. У некоторых людей бывают спонтанные случаи таких воспоминаний. Это может произойти во сне, после тяжелого потрясения, при потере сознания. Но цель данного видео, конечно, рассказать об осознанных методиках, среди которых выделяют регрессивный гипноз и йогические практики, такие как ретриты. Регрессивный гипноз действительно дает результат, однако здесь есть один существенный нюанс. Погружение происходит через посредника. Чем это плохо? Тем, что крайне трудно третьему лицу оставаться непричастным к происходящему, и наше отношение к ведущему сеанс, а главное его к нам, может наложить свой отпечаток на полученный результат. Поэтому подробнее рассмотрим наиболее эффективный и доступный способ – ретрит. Ретрит – это практика уединения с целью погружения в себя. Наиболее известной является ретрит випассана. На данный момент самой известной методикой является випассана по Гаенко. Также существует випассана по Махаси Саядо. Общим у всех этих практик является полное молчание на протяжении 10 дней, то есть максимальное отключение от внешних взаимодействий. Теперь рассмотрим, чем же они отличаются. Ретрит по Гаенко предусматривает максимально долгое пребывание в неподвижном состоянии, около 5 сессий по 2 часа в день. Участникам даются рекомендации по концентрации внимания, погружению внутрь себя, отслеживанию своего состояния, мыслей и переживаний. В основе методики ретрита по Махаси Саядо лежит смена статики и динамики. Осознанное сидение чередуется осознанной ходьбой. При этом одной из рекомендаций является как можно дольше не спать. Если все же практик уснул, то продолжительность сна не должна превышать 4 часов в сутки. Медитации чередуются с осознанными прогулками, занятиями хатха-йогой, пранаямой и мантропением. Данные практики позволяют прочистить каналы, успокоить ум и погрузиться вглубь себя, что способствует воспоминанию прошлых жизней и получению тонкого опыта. При этом медитации все же являются ключевыми, а все остальные практики – вспомогательными. Нужно сказать, что при высоком уровне практики человек может уйти в одиночный ретрит с целью познания прошлых жизней, но для этого нужна действительно хорошая, стабильная практика и высокая степень осознанности. А вы знаете, что наши прошлые воплощения напрямую влияют на нашу сегодняшнюю судьбу? Каждый из нас время от времени задается вопросами: почему в моей жизни произошла та или иная неприятность? Для чего я пришел в этот мир? Верный ли путь в жизни я выбрал и что нужно сделать, чтобы обрести счастье и благополучие? На самом деле большинство ответов на многие вопросы находятся в ваших прошлых жизнях. Пришло время вспомнить свои предыдущие воплощения, чтобы понять, для чего вы здесь и как изменить свою судьбу. Готовя это видео, я изучил этот вопрос достаточно хорошо. Оказывается, есть несколько специалистов, которые помогут вам вспомнить прошлую жизнь.
Например, вы можете познакомиться с онлайн-школой Алексея Кройтера по воспоминанию прошлых жизней и получите там в дар серию простых и коротких техник, которые позволят вам совершить увлекательное путешествие в свои предыдущие воплощения. Эти техники может выполнить абсолютно любой человек. Никаких длительных лекций и медитаций. Вы получите уникальную информацию о прошлых жизнях от опытного регрессолога. Возможно, уже в ближайшее время эти видео кардинально перевернут вашу жизнь. Найденные мной ссылки на видеоуроки находятся в описании под этим видео. Что нам дает знание прошлых жизней? Когда человек получает тонкий опыт, его сознание расширяется, восприятие реальности меняется, становится более ясным, повышается осознанность, удается сдвинуться с мертвой точки и изменить свою жизнь к лучшему. Прежде всего, знание прошлых жизней дает понимание того, что если была прошлая жизнь, то будет и будущее. То есть, во-первых, это подтверждение существования такого явления, как реинкарнация. И во-вторых, то, что прошлая жизнь влияет на эту, а значит, это повлияет на будущую. Нередки случаи, когда людей в ретритах посещают не самые приятные воспоминания о прошлых жизнях. Однако это приносит осознание, что на то были причины, созданные самим человеком. И, выходя из ретрита, он меняет свое отношение к миру с тем, чтобы не спровоцировать перерождение в подобные обстоятельства вновь. Или возникает четкое понимание, почему в этой жизни встречаются определенные трудности в каком-то деле или с каким-то человеком. Помимо этого, воспоминания о прошлых жизнях зачастую объясняют, почему человек в этом воплощении имеет определенные качества, неконтролируемое пристрастие или особенности характера. И тут каждый сам решает, менять ли дальнейшую стратегию поведения или наоборот, нужно что-то в себе принять. Прошлые жизни могут напомнить человеку давно выбранный им путь, по которому он идет много-много жизней. В этом случае решается проблема с поиском предназначения. Несомненно, крайне важен запрос, с которым человек отправляется внутрь себя. Именно это и обуславливает полученный результат, поскольку большинство из нас прожили невероятное количество различных жизней на разных планетах, в разных эпохах, в разных мирах и телах. И какую жизнь из этого множества мы увидим, во многом зависит от запроса. О спецподготовке для воспоминания прошлых жизней. Если человек решил серьезно подойти к вопросу познания своих прошлых жизней, то подготовка не помешает. Она выражается в развитии длительного, глубокого, осознанного сосредоточения на внутренних процессах. На первый взгляд это несложно, однако при попытках просидеть хотя бы несколько минут мы обнаруживаем, что тело может быть к этому совсем не готово. Самой частой проблемой является боль в ногах при сидении в позах лотоса, полулотоса по-турецки. Данные позы наиболее благоприятны с энергетической точки зрения для погружения в себя и получения необходимых результатов. Также многим оказывается сложно сидеть с прямой спиной и не шевелиться. Дело в том, что каждое движение тела провоцирует колебания ума, а это сильно мешает получению тонкого опыта, потому что возвращает в настоящий момент. И, конечно, самой большой проблемой оказывается неспособность человека долго удерживать концентрацию на одном объекте, особенно внутреннем. Ключиком является медленное дыхание. Чем длиннее вдох и выдох, тем медленнее текут мысли, тем легче удерживать сосредоточение и приблизиться к получению тонкого опыта. Чтобы подготовиться к практике с целью вспомнить прошлые жизни, имеет смысл начать заниматься хатха-йогой. Йога позволит улучшить состояние тела и развить способность долго удерживать тело в неподвижном состоянии. Старайтесь в быту как можно чаще сидеть со скрещенными ногами и прямой спиной. Это очень действенная практика. Параллельно хорошо бы начать практиковать анапанасати пранаяму. В упрощенном варианте техника выполнения следующая. Все внимание переводим на дыхание, можно на кончик носа, ощущая, как прохладный воздух входит и теплый выходит, и постепенно углубляем дыхание. И дальше тренируемся делать ровные вдохи и выдохи. Прекрасная практика для развития спокойствия ума и сосредоточения. Стоит отметить, что в современном мире частой проблемой для многих является привычка вести непрерывную социальную жизнь. То есть быть 24 часа в сутки на связи, получать внимание через социальные сети, сообщения и тому подобное. И трудность для таких людей может заключаться в остановке трансляции своей жизни, отслеживании чужой и безостановочного взаимодействия и общения. Поэтому имеет смысл устраивать себе дни тишины, отключая все средства коммуникации и проводя время с самим собой, не пытаясь об этом кому-то рассказать.
Познание прошлых жизней объясняет существование настолько разных подходов и отношения к жизни, трудностей, с которыми могут сталкиваться даже очень маленькие дети. Приходит понимание колоссальной ответственности за свои действия, мысли, слова, что, конечно, не может не отразиться на дальнейшей жизни человека. Методика погружения в регрессивный гипноз. Необходимо удобно сесть, расслабиться, руки и ноги в спокойном положении. Можно откинуть голову, избавиться от всех ненужных мыслей, дышать ровно, спокойно, размеренно. Добиваются состояния комфорта, спокойствия, умиротворения, чувства единения с внешним миром. На этом этапе разрешают своему сознанию впасть в транс, погрузиться в прошлое. Внушите себе, что вы полностью контролируете ситуацию и сможете выйти из-под гипноза, сосчитав до 5. Далее само погружение. Считают от 10 до 1, при этом переводя глаза на каждую цифру, либо вверх-вправо, либо вверх-влево, пока не устанут, сказав себе, что как только счет окончится, наступит состояние транса. Глаза должны двигаться так, как будто перед ними совершают свои движения маятник, но акцент на верхней точке. После цифры 1, не торопясь прикрыть глаза и медленно позволить сознанию погрузиться в транс. Сознание в трансе. Глаза должны быть закрыты, стараются максимально расслабить мозг, тело, представив поле, реку, лес, прислушиваются к своему телу и чувствуют, как каждая клеточка, каждый мускул наполняется покоем и расслабляется. В этом состоянии глубокого погружения внимательно рассматривают детали представляемой картинки. Сознание должно быть в мире с внешним миром и телом. Далее погружаются на более глубокий уровень. Обращают внимание на мизинец любой руки, ощущают его и представляют на ощупь. В тот момент, когда мизинец перестанет ощущаться, следует пошевелить им, дав понять самому себе, что в любой момент возможен выход из-под гипноза и все под контролем. Регрессия в прошлое. После погружения в транс начинают процедуры регрессии в детство, представляют самый радостный момент из детства. После пробуют получить информацию о прошлых жизнях. Коридор прошлых жизней – это визуальная тропа, справа и слева от которой располагаются двери. Путь в одну из прошлых жизней. Напоминают себе, что все под контролем и в любой момент возможен выход из транса. Расслабиться, выдохнуть и позволить себе заглянуть в свое далекое прошлое. Из прошлого берут только самое важное и ценное, то, что надобно в настоящем мире. Погружение в прошлые жизни. Яркий, светлый коридор предстанет в сознании. Это путь всех прошлых жизней, он уникален для каждого человека. В том случае, если человек проживает первую жизнь, двери будут отсутствовать. Как и коридор, двери бывают необычной формы и окраски. В самом конце коридора напротив входа будет также располагаться дверь. Это особый выход до существования. За этой дверью проход в духовный мир. Воспоминания из прошлого. Попав в коридор, выбирают дверь, которая кажется наиболее притягательной и интересной. Просто ее приоткрывают и смотрят со стороны на события в прошлом. А можно войти в нее и стать участником прошлых событий. Для того, чтобы в памяти остались события из прошлых жизней, не открывают за раз более 2 дверей. Выход. Выходят постепенно. Вначале возвращаются в коридор, затем мысленно перенестись в детство и только после в настоящее время. После дают установку не забыть увиденное, медленно досчитать до 5 и открыть глаза. И вспомнить все произошедшее. Автор статьи Варвара Гагарина. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.